Если на минутку отбросить весь скептицизм относительно существования внеземной жизни и принять существование братьев по разуму как данность, то получится приинтереснейшая классификация инопланетных существ. Люди, утверждающие, что были на борту НЛО, зачастую описывают совершенно разных инопланетян, как по внешнему виду, так и по характеру. Серых инопланетян еще называют на английский манер «грейс». Они имеют огромную голову, тщедушное тельце и неопределенный пол. Размножаются, по всей видимости, клонированием. Пищу не употребляют, а улавливают лишь живительную энергию. В техническом плане они на несколько порядков превосходят землян. Принято считать, что неизвестный летательный аппарат, рухнувший в американском Розуэлле в 1947 году, принадлежал именно серым. После изучения содержимого НЛО, возможного допроса уцелевших пилотов, в руки землян попали уникальные технологии, позволившие человечеству во второй половине XX века совершить прорыв в компьютерной сфере, клонировании и многих других науках. Также серые пристально изучают окружающее их пространство, в частности нашу Солнечную систему и жителей Земли. Это приводит к постоянным похищениям землян, проведению над ними опытов, о назначении которых можно лишь строить фантастические догадки. Скандинавский вид инопланетян получил свое название за внешнее сходство с народами Северной Европы – германцами, норвежцами, шведами. Видимо, именно они помогали ученым Третьего Рейха создавать их таинственные дисколеты и базу 211 в Антарктике, так как по описаниям очевидцев представляют собой эталон арийской расы – высокие, голубоглазые, светловолосые. Считается, что их родина Арктур, Сириус и созвездие Лиры. Пришельцы нордического типа избегают людей, но, исходя из свидетельств очевидцев, обладают мирным и доброжелательным характером. Удивительный случай о контакте с инопланетянкой Нордом поведал американец Труман Беттером. Он рассказал, что у него были встречи с загадочной особью в безлюдных местах по ночам. Инопланетянка управляла летающей тарелкой, приземлившейся в 1952 году. Она склоняла Беттерума создать на Земле особое общество под названием «Святилище мысли», целью которого было сберечь мир на нашей планете. Как видите, вполне альтруистическое желание. Рептилии являются наиболее агрессивным видом пришельцев. Внешне они похожи на гибрид динозавра и человека. Уфологи утверждают, что рептилии не имеют собственной планеты, а обитают на огромном материнском космическом корабле. Из этого следует, что они, скорее всего, готовят захват нашей планеты. Подобно серым, они похищают землян, но не ради научного эксперимента, а с целью создания гибридной расы, представителей которой впоследствии можно будет внедрить в политические структуры ведущих держав Земли для дестабилизации обстановки на планете. Звучит, конечно, фантастично, но многие склонны верить, что за всеми крупными войнами стоят инопланетные провокаторы, преследующие свои колониальные цели. Также утверждается, что рептилоиды
имеют склонность к агрессии и сексуальному насилию над людьми. Очевидцы уподобляют этих безжалостных существ сатане и его адской армии. Инопланетян этого вида относят к демонической сфере Вселенной, жестоким темным силам. Допускают даже, что прототипом змея, искусившего Адама и Еву, было демоническое существо из расы рептилий. Однако самым правдоподобным на сегодняшний день видом инопланетян являются бактерии, которые могут попасть на Землю при падении метеорита. Они не будут пытаться захватить нашу планету и не будут ставить жуткие опыты, но могут быть опасны для нашей иммунной системы. Но это опять же только теория, так как еще ни одной бактерии или вируса в упавших небесных телах земными учеными не обнаружено.